Привет, это снова я, Нейра, и вторая часть моего рассказа о киношутках. Снова скрытые шутки и намеки режиссеров, проказы и шалости артистов в, казалось бы, хорошо известных фильмах. И начну я с фильма, который мне очень нравится. Итак, «Пятый элемент» Люка Бессона. Мир этого замечательного фильма наполнен яркими красками. Может быть потому, что сочинять этот мир Люк начал еще в детстве. Я жил в пригороде Парижа. И когда открывал окно, единственное, что я видел, это коровы. От этого в 16 лет хочется сбежать. Лучший способ сбежать был взять ручку и начать писать. Так я и начал писать эту историю. Наверное, родом именно из детства те многочисленные шутки, намеки и авторские улыбки, которыми наполнен фильм. Например, когда будильник будет героя в самом начале, можно увидеть дату. 18 марта – это день рождения Бессона. В фильме ему исполнилось бы 304 года. Таксует Корбан Даллас тоже не случайно. Это дань памяти отцу Люка Бессона, который подрабатывал таксистом, чтобы оплатить сыну учебу. Но и здесь не обошлось без шутки. Когда Корбина увольняют, выясняется, будущий спаситель человечества, таксист Даллас, работал на приспешника зла, Зорга. Увы, такое бывает. Имя межпланетной оперной дивы тоже из детства Люка Бессона. Плава Лагуна – это название хорватского местечка, где Люк как-то был летом на каникулах. В переводе с хорватского «Голубая лагуна». Сцену выступления Плава Лагуны снимали в лондонском Ковент-Гардене сразу с нескольких камер. И диву на сцене, и реакцию артистов в зале. А поскольку артисты и вся массовка увидели и услышали ее впервые, только когда открылся занавес, изумление было неподдельным. Брюс вспоминал, что во время съемок первого дубля он, по его выражению, просто очумел. Еще одна естественная реакция удивления Брюса Уиллиса в сцене первого знакомства с Лилу. Бессон не предупредил актера, что героиня Милы Йовович будет в одних бинтах, да еще и разговаривать на каком-то непонятном языке. Boom, yeah, I understand boom. Бада-бум. А знаете полное имя Лилу? Лилу Минайли Катариба Ламина Чай, Экбат де Сепат. Не верите? Вот, пожалуйста. Shorter name? Лилу. Когда Бессон не с первого раза утвердил Милу Йовович на роль, ей долго подбирали грим и внешность. Пока не остановились на рыжеогненных волосах. Кстати, в начале фильма Лилу появляется без макияжа. Ну, якобы. Но потом Дэвид, помощник Корнелиуса, вместе с одеждой, дает ей какой-то прибор для нанесения косметики. Танко. Лилу возится с ним. И вдруг... Вуаля! Глаза подведены. Не знаю, что это, скрытая шутка или скрытая реклама, но на приборе 23 века явный логотип Шанель. Готовясь к роли, Мила по 8 часов в день обучалась карате, но так и не смогла во время съемок боевых сцен поднимать ногу выше головы. У меня не получалось наносить удары высоко. Тогда сделали такую специальную ногу, которой можно было бить. Вот я стою, вот я пошла. И нога появляется, потому что два парня стояли на коленях с ногой наготове. Я делаю так, а не так. Нога была на палочке. Помимо навыков работы с ногой на палочке, Мила Йовович овладела языком расы мандашеванов. Именно на этом, придуманном Бессоном языке, который в фильме называется божественным, говорит Лилу. What's she saying? I don't know. Activate the phonic detector. Он придумывал этот безумный язык с детства. Когда я приехала в Англию, он дал мне словарь из 800 слов, я должна была их выучить.
И мы начали писать друг другу письма на этом языке. Было весело, на этом придуманном языке мы действительно общались. Модена Ачан Чиноу. Так на божественном языке звучит «Я люблю тебя». Вскоре после премьеры фильма Люк Бессон расстался с одной прекрасной инопланетянкой, Мэйвен Лёбиско, сыгравшей Плаву Лагуну, и женился на другой, Миле Йовович. Но уже через 2 года их пара распалась. Видно, в языке мандашеван словарного запаса для них все-таки не хватило. Ну что ж, после долгого рассказа о моем любимом пятом элементе еще несколько киношуток. Одна из них тоже связана с инопланетным языком. Таких языков в киновселенной «Звездных войн» Джорджа Лукаса звучит довольно много. Например, язык эвоков, забавных мохнатых мишек. Робот C-3PO, почитаемый эвоками как бог, оказывается, прекрасно знает эвокский язык. И ночью рассказывает этим первым поклонникам истории «Звездных войн» увлекательную сагу о Люке Скайуокере. Так вот, оказывается, звукорежиссер фильма Бен Бёрд использовал для речи на эвокском, услышанные им в документальном фильме, слова и фразы на калмыцком языке. А другой персонаж фильма, отвратительный межпланетный гангстер Джабба Хат, разговаривал на своем хатском языке. А вы знаете, в каком еще фильме звучит этот язык? Узнали? Ну, конечно, «Люди в черном». Первый день агента Джей. How you doing, fella? That's not decaf, is it? Viennese cinnamon. Oh, don't tell me. Да, эти червеобразные любители кофе, не очень похожие на Джабу Чатта, говорят именно на хатском языке. You guys get along all right? Well, don't work too hard. Вот такой привет от режиссера «Людей в черном» Барри Зонненфельда, создателям «Звездных войн», Спилбергу и Лукасу. Да, звучит так же приблотненно, как у Джаббы. А сейчас давайте из межгалактического мира перенесемся в не менее фантастический киномир. В мир Матрицы. И вместе с Морфеусом и Нео отправимся в прогулку по улице виртуального города. Морфеус ведет Нео по компьютерной симуляции Матрицы, объясняя устройство этого мира. И вдруг Нео отвлекается. Were you listening to me, Neo? Or were you looking at the woman in the red dress? I was... Look again. Freeze it. В этой сцене Вачовски, не будем уточнять, братья или сестры, демонстрируют так называемый эффект красного платья. То, что мы, отвлекаясь на что-то яркое, не замечаем очевидный сбой системы. Все люди в этом кадре, ну за исключением Морфеуса, Нео и агента Смита, множество близнецов, собранные Вачовски со всего Сиднея, где снималась эта сцена. Я проверяла. Вот раз. Вот 2. Вот 3. Вот еще одна пара близнецов. Ну а дальше попробуйте сами. Можете написать в комментах, именно такое ударение в этом слове предпочтительное, сколько близнецов вы нашли. И учтите. Это не матрица? Нет. Это учебная программа, чтобы научить одному.
Если ты не You are один из not нас, one of us. You are one of them. ты один из них. А я снимаю очки. И возвращаюсь в этот дивный реальный мир. И на этом заканчиваю свой рассказ о киношутках. А вы, если захотите продолжение, напишите. С вами была я, виртуальная нейра. До встречи!